Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также случайные зрители моего канала, которые забрели, да решили посмотреть, что здесь происходит, причем здесь глаза. А вот причем, я сейчас вам расскажу. У нас сегодня, наконец-то, пятый, заключительный урок из курса фейсбилдинга для зоны глаз. То есть мы здесь с вами занимаемся тем, что изучаем упражнения для того, чтобы укрепить круговую мышцу глаза. Если вам это интересно, а вам это может быть интересно, если вы, первое, все время пялитесь в гаджеты, и у вас устают глаза. Если у вас, в принципе, плохое зрение, если вы человек в возрасте, а если вы женщина в возрасте, то вы хотите, чтобы эта зона выглядела аккуратно и не было морщинок, не было никаких эстетически непривлекательных вещей. Либо, если вы работаете в офисе, и у вас присутствует офисный синдром, вот этот офисный эффект. Такое ощущение, когда вам в глаза насыпали песка, то есть резь в глазах такая. Вот эти упражнения специально для вас. Я завершаю сегодня этот небольшой челлендж, можно назвать его так. У меня в ленте на канале опубликованы, в каждую среду были опубликованы предыдущие 4 урока, где мы разобрали 4 упражнения на зону глаз. И сегодня у нас будет последнее упражнение. Меня зовут Лизавета Царькова-Калафаст. Я тренер по гимнастике для лица с более чем 11-летним опытом и клиентками, ученицами по всему миру. Также я практикующий физиогномист, я читаю лица, да, и составляю психологические портреты личности, потому что физиогномика – это метод психовизуальной диагностики, позволяющий нам понять без слов, да, до того, как человек открыл рот и начал нам что-то говорить. Вот до этого мы, читая лицо, сканируя черты лица, можем определить особенности характера человека. И где это может быть полезно? Где угодно. Но прежде всего нас всех интересует тема отношений. При выборе партнера для жизни мы боимся ошибиться. Мы боимся выбрать не того человека. Но женщины угадывают и верят в чудеса. Лучше, дорогие мои женщины, если вы приобретете по безумно выгодной цене мой обучающий мини-курс «Опасные мужчины». Здесь можно о нем послушать, а в шапке моего профиля можно зайти на платформу и приобрести его. Получите эти знания и научитесь без слов за первые 5 минут первого свидания определять, относится ли этот мужчина к проблемным или нет. И будет ли вам с ним точно плохо, либо не будет. И это ваша зона ответственности. Лучше обладать этими знаниями, чем их проигнорировать. Собственно, у меня на канале очень много всего на эту тему. Пожалуйста, подписывайтесь, оставайтесь со мной, делитесь этим каналом с вашими друзьями и близкими. А мы изучаем последнее упражнение на зону глаз. Итак, вы садитесь поудобнее ровно. Я эти упражнения делаю стоя. Вы сделали гимнастику для глаз, то есть такую разминочку небольшую, да? Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, и потом так вправо, влево, вправо, влево. И круговые движения у нас, вы помните, да? Вот такие вот, одними глазами. Голова не участвует, только глаза. Вы работаете только глазами, лицо расслаблено. В одну сторону 3-4 раза, можно 5. И в другую. Да, эту разминку обязательно делать перед вот этим комплексом. Затем вы делаете первое упражнение, затем вы делаете второе упражнение, затем вы делаете третье упражнение, которое находится вот здесь. После чего вы делаете четвертое упражнение, которое улучшает омывание глазной жидкостью глазного яблока. И это напрямую забота о здоровье ваших глаз. И о чем я всегда говорила, говорю и говорить буду. И переходите к последнему упражнению, пятому. Оно очень простое, ужасно смешное, но делать его надо научиться. И научиться делать его правильно. Итак, вам надо таращиться. На счет 1-2 вам надо таращиться, да. Но вам надо таращиться не головой, не шеей и не корпусом. Вам надо таращиться глазами, как будто бы
кто-то пытается вытащить глазные яблоки, или знаете, как вот прямо вытолкнуть их из глазниц. Выглядит это упражнение вот так. Вот вы сидите нормально, да, вот нормально. Я сижу, сейчас я так к камере подтянусь, вот я сижу нормально. И я начинаю таращиться. На раз-два. Uno, dos, расслабила. На испанском читаю, конечно. Я же живу в Испании. Давайте. Uno, dos, расслабили. Uno, dos, расслабили. Uno, dos, расслабили. 1, 2, расслабили. 1, 2, расслабили. 1, 2, расслабили. Смотрите, так нужно делать 30 раз. То есть каждое упражнение из этого комплекса, который вы себе сконструировали, и, наверное, у меня с канала натягали себе в плейлисты, я надеюсь, что вы это сделали уже, да, или нет? Натаскали себе в плейлисты по техникам естественного омоложения. Так вот, я сейчас расскажу, как его надо правильно выполнять. Открывать глаза, когда вы их таращите, надо, во-первых, без использования бровей. Вы заметили, что брови у меня не идут вверх. Знаете почему? Потому что натренированные. Только мышцы глаза. Видите? Брови на месте. Только мышцы глаза. Следите за моими бровями. Только мышцы глаза. Только мышцы глаза. Видите? У вас должно получаться то же самое. То есть у вас брови не должны плясать. Понимаете? Это первое. Во-вторых, для того, чтобы изобразить действительно удивление, вытаращить глаза, вы должны представить что-то абсолютно нереальное. У меня когда-то был пример для моих учениц. Он, возможно, покажется вам странным. Но представьте что-то, что не может быть, что не может произойти. Прямо перед вами воскресает из мертвых Майкл Джексон и обращается к вам на вашем языке, а не на английском. Ваша реакция. Это будет ваша реакция. Широко открытые глаза, вы в шоке. На его месте вы на самом деле можете представить воскресшего дедушку Ленина или кого-нибудь еще. То есть что-то, что очень сильно удивляет. А теперь, если мы вспоминаем о том, что я физиогномист, и я к изменениям на лице подхожу с точки зрения физиогномики. Вот, потому что фейсбилдинг – это комплекс силовых упражнений, позволяющих укрепить овал лица на уровне мышц, да, поднять его, укрепить на уровне мышц. Но физиогномика дает нам понимание причин, по которым в нашем лице произошли изменения. Улавливаете, о чем речь? Причины, и вы воздействуете на причины, а не просто выполняете механические движения. Это важно, потому что это дает более быстрый эффект и более длительный результат. А теперь, каким образом это касается омоложения зоны вокруг глаз? Очень даже самым прямым. Потому что когда вы укрепите круговую мышцу глаза и научитесь, поменяете реакцию, эмоцию удивления с вот этой, да, которая морщит вам лоб, на вот эту, которая оставляет в покое брови, они могут приподниматься немного, то у вас не появляются мимические морщины. И эта зона выглядит аккуратнее. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Все упражнения несложные, но секрет их эффективности заключается только в том, в чем правильно дисциплина в выполнении. Вам нужно выполнять это каждый день. Если вы все упражнения соберете, вы с удивлением обнаружите, что их выполнение занимает 12 минут. 12 минут, не более, для здоровья круговой мышцы глаза и всей вот этой зоны. После выполнения вам надо, естественно, немножечко поморгать. Можно подержать глаза закрытые. Можно потереть руки и растертыми горячими центрами, через которые у нас заходит-выходит энергия, положить и немножечко подержать, чтобы оздоровить глазки. Хорошо? Делитесь моим каналом, заходите в мои подписчики. На сегодня все. В следующий раз будет какая-нибудь новая тема, я еще не придумала, но оставайтесь со мной, чтобы не пропустить новости. Всех обнимаю.